Начнем. Только что я получил Flying Bear DLP принтер. Я уже давно хотел купить 3D принтер, но на FDM очень сложно напечатать мелкие детали, например, миллиметровую резьбу. Эта деталь напечатана профессионалами на отличном FDM принтере, но все равно миллиметровая резьба с кучей дефектов. В этом видео я рассмотрю Flying Bear только с точки зрения прототипирования. Распаковка. Работать надо в перчатках, поэтому лучше закупить целую коробку. Эту пленку надо менять не реже, чем раз в 10 тысяч слоев, иначе она может порваться, и тогда фотополимер затекет в принтер, и у вас появится куча проблем с фотополимером на дисплее, электронике и так далее. Делая модели, старайтесь рассчитать так, чтобы они не прилипали к пленке, а первый слой сильно не засвечивайте, так как если он прилипнет к пленке, он может ее порвать. Крышка нужна для защиты полимера от внешнего излучения. Калибровка. Холмзе. Надо убедиться, что ничего там нету, что пыль убрана. Окей. Конфирм. Теперь он поехал вниз. Wi-Fi. Как я ни старался, принтер не подключался к Wi-Fi. В итоге оказалось, что антенна принтера спрятана в металлическом корпусе, и дальше 3 метров не ловит сигнал. У меня получилось вытащить антенну, даже не отключая ее, и теперь ловит отлично. Тут видно, где проходит кабель. Колебания. Тут индикатор касается одной из направляющих. Запуская принтер на калибровку, видно, что подходя к отметке 0, появляются колебания и доходят до плюс-минус 25 микрон. Причина в том, что винт и направляющий находятся почти на одной прямой. В итоге на детали по оси Z появляются волны. Тут видно, что при легком нажатии на ось одна поддается. Для того, чтобы это исправить, я приклеил верхнюю часть направляющих к корпусу, и колебания пропали. Само собой, теперь во время активной печати крышку лучше не открывать. К сожалению, все детали из этого видео я сделал до этих переделок. Печать. Это фотография образца под микроскопом. Тут видны несколько слоев, разные точные дефекты, скорее всего, появились после печати, а изогнутые горизонтальные линии, скорее всего, из-за пыли или дефектов пленки, которые оставили предыдущие модели. Но глазом это не видно. Горизонтальные линии изогнуты именно из-за колебания каретки, о которой я говорил. Первые модели я загрузил через флешку. С флешкой работает только этот порт. Подготовка к тестам. Я сделал несколько образцов из фотополимера и попросил друга напечатать такие же на FDM принтере из PLA пластика. Цель – проверить, что может разрушить пластик, если его используют на улице. Проверять свойства я буду, ломая детали. Гантельки я заготовил для теста на разрыв, но на этот раз пропущу это. Тесты будут длиться неделю. Первая группа, контрольная, будет храниться в комнате на столе. Теперь про ультрафиолет. Как видно из графика, на Землю попадают волны длиной от 290 до 400 нанометров. Поэтому
Вторая группа будет храниться в 400 нанометров под LED-лампами в 9 Вт. Третья группа примерно в 380 нанометрах под ультрафиолетовые лампы с маркировкой F8W то есть 8 Вт с примерно таким спектром. Дальше надо проверить не только свойства, но и изменения внешнего вида. Поэтому четвертая группа будет в тумане морской воды, примерно 30 градусов. Туман я создам ультразвуковым парогенератором. Пятая погружена в морскую воду при комнатной температуре около 23 градусов. Шестая в морозилке, минус 17 градусов. Седьмая в жаре, плюс 40. Все образцы уже пролежали на столе около 4 месяцев, поэтому можно ожидать, что они уже выделили основную часть летучих веществ. А такие в материале есть, так как у него есть запах. Тут хранятся три группы образцов. 400 нанометров в тумане морской воды, по термометру видно, что тут 30 градусов, погруженные в морскую воду и в ультрафиолете 380 нанометров. Тесты с ПЛА. Все образцы шириной в 5 мм и высотой в 3 мм. Расстояние между опорами 20,3 мм, а 5 кг нагрузки на образцы такого размера это 33,5 мегапаскаля. А фотополимер должен выдержать от 9 до 10,7 кг. Вода не повлияла на внешний вид. Сначала разломаем каминные спички, каждая 2,7 на 2,7 мм. Пролом. Теперь контрольные образцы ПЛА пластика. Выносливый. Все, кажется, ему хана. Образец ПЛА, который хранился в 400 нанометрах. ПЛА, который хранился в морской воде. Вот так. Не ломается. ПЛА, который хранился в 380 нанометров. ПЛА, который хранился в тумане.
на этот пластик. Разрушает она его. Здесь он довольно мягко, не разломался, стал более гибким и слабее. ПЛА, который хранился в 40 градусах. Кажется, ему все. Температуру его тоже размягчает. ПЛА, который хранился в минус 17, минус 18 градусов. Теперь тесты с полимером. Каминные спички. Контрольный фотополимер. Так как пластик хрупкий, я наклею бумажную изоленту на места касания с пластиком. Образец фотополимера, который хранился в 400 нанометрах. Фотополимер, который хранился в морской воде. Фотополимер, который хранился в 380 нанометрах. Ух ты! Почти вдвое. Фотополимер, который хранился в тумане. Фотополимер, который хранился в 40 градусах. Неплохо. Фотополимер, который хранился в минус 17, минус 18 градусов. Вдобавок я раздобыл образцы из литого АБС-пластика. Каминные спички. Я сделал небольшую прокладку, дистанцер, чтобы можно было делать больший излом детали, потому что, судя по всему, АБС пластик просто гнется. Все. АБС-пластик. Вот так.
В общем-то видно, что тут он уже начинает ломаться. Все, пошло. Повторим с АБС пластиком. Все, похоже, достигли предела, да. Контрольный образец фотополимера. Все, разлетелось. Эта пластинка толщиной примерно 0,6 миллиметров. Ей уже там больше полугода. Вот видно, что так хорошо видно, что она гнется. Она не такая и хрупкая. С одной стороны, с другой стороны. Вот. Но надо помнить, что то же стекло, которое хрупкое, на самом деле при очень маленьких толщинах тоже довольно гибкое. Вот. Это поддержки для одной из деталей, для крышки. Вот видно, что они, в общем-то, такие тоже пружинят. Не так просто сломать с одной стороны. Вот, они даже в какой-то мере гнутся там. Нужно еще и постараться. Ну, тут, правда, их много. Вот. Ну, а эту деталь, вот, она уже ломается прямо как стекло. Края, правда, не такие острые, чтобы порезаться. Так, дальше. Ну, вот одна из тех деталей, для которой я делал поддержки. Вот, ну, я пальцем уже не получится сломать в руках. Ну, вот видите, как она рассыпается. Ну, то есть, я бы сказал, что трение этот пластик жутко не любит. Конечно, не так просто царапается, но если взять пластик, я думаю, со временем он превратится просто, начнет сыпаться. То есть такие подвижные детали, как обычно делают на АБС, вряд ли получится. Вот. Ну, здесь вот стенка 3-миллиметровая порядка. Здесь, конечно, в этих частях по краям она толще. Вот. Ну, можно попробовать сломать. Но руками, опять же, это у меня точно не получится. Вот так вроде должно быть проще. О, ну вот. И вот видно, что тут пошла трещина. И теперь эту трещину на самом деле очень просто отколоть. Ну, то есть, опять же, минус по сравнению с АБС, что в случае АБС, если появилась трещина, то этой деталью еще можно спокойно пользоваться, и то после какой-то поломки трещины сразу не будет, она АБС пластик будет просто побелеет, деформируется, и герметичность, ну, не факт, что будет нарушена. Вот. А здесь щель, ну, сразу же образуется, и все, герметичности никакой не будет. То есть в случае прототипов, ну вот видите, как разлетелось на кучу деталей. Хранение. Если решите покупать DLP принтер, вам надо отдельно подумать, где вы будете хранить химию и принтер. Тут видно, как устроился я. Принтер можно хранить в температурах от плюс 15 до 40 градусов, а химию от плюс 20 до 40. Влажность для принтера от 20 до 50%. Во время печати химия греется и постепенно выделяет довольно едкий запах, поэтому обязательно нужна вытяжка, хоть и не мощная. Нужна некоторая возня со спиртом, перчатками,
очками с защитой от ультрафиолета и закреплением отпечатанных деталей. Итоги. На мой взгляд, принтер удачный за такие деньги, так как по мне главное это надежность механики, а тут она есть. Думаю, что он мог бы потянуть даже мелкосерийное производство, а мои хобби так это точно. То, что 4 образца полимера оказались крепче, может быть связано с тем, что образцы я делал в 2 партии, где первая была сделана свежим полимером, а вторая несколько раз прогретым, на котором я пытался напечатать детали. В любом случае, вы увидели разные варианты, и похоже, что не всегда можно получить заявленные свойства. Это заявленные свойства фотополимера. Он хорош ценой, и на нем можно отрабатывать модели, а сами прототипы печатать более дорогими полимерами. К началу 2019 года фотополимер Flying Bear стоит примерно 85 евро за литр с доставкой в Латвию. А европейские, которые обещают свойства, как у АБС пластика, стоят 300-400 евро за литр. Хотя на Али можно найти и более дешевые и простые китайские аналоги, и за 120 евро за литр. В описании будут ссылки на 2 таблицы с разными полимерами.